Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Сегодня у меня вот такой интересный узор. Он очень простой, я согласна, очень простой. Такой геометрический узор в шахматном порядке. Но может быть в этом-то и красота, в простоте, что вяжется просто, а смотрится красиво. Предлагаю посмотреть, как эта идея воплотится в интересных идейках, в интересном вязании, которое я буду вязать на следующем видео мастер-классе. Я сегодня предлагаю посмотреть, разобрать вот этот узор. У меня очень красивые слонимские ниточки небесного цвета. И набираем воздушные петли для начала узора. 1, 2, 3. Раппорт узора 10 петелечек. 10. Набираем для того, чтобы понять, как вяжется узор. Узор очень простой, очень красивый, его можно применить абсолютно в любом изделии. Мы набираем 20 воздушных петелек и приступаем к вязанию. Нам нужно первый ряд провязать столбики с одним накидом. Я хочу набрать 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Примерно, да, набрали. И начинаем вязать в третью воздушную петельку столбики с одним накидом. Для того, чтобы узор получился, нам нужно один ряд провязать самым простым способом. В каждую воздушную петельку столбик с одним накидом. Их должно быть для раппорта узора. Я хочу набрать 20. А вообще раппорт узора 10 воздушных петель или 10 столбиков с одним накидом. Набираем столбики, считаем петли и начинаем вязать наш необыкновенно красивый геометрический, я бы сказала, мужской узор, потому что мужчины любят такие узоры. Набрали воздушные петли и связали первый ряд столбиками с одним накидом. Теперь будем вязать узор. Вяжем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем рельефные столбики, лицевые. Первый столбик у нас тоже считается за столбик, то есть уже 2, 3, 4, 5. 5 столбиков у нас с вами есть. 5 рельефных столбиков. Теперь вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот это раппорт узора. Вот у нас 10 столбиков. Теперь делаем повтор. Вяжем рельефные. Так, еще разочек. Рельефные. Раз. То есть столбик вяжется не за петелечку, а за сам столбик. Вот в чем отличие рельефных столбиков, да? 2, 3, 4, 5. Чередуем просто со столбиками с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мужчины у нас любят геометрические пропорции, поэтому, мне кажется, мужской такой у нас узорчик будет. И завершаем. 1 рельефный, 2, 3, 4. И самый последний нам нужно провязать всегда столбиком с одним накидом. В самом начале, в самом конце столбик с одним накидом. Вот, пока непонятно, да? 2 воздушные петли подъема. И вот у нас рельефные. С той стороны они лицевые, а с этой стороны они изнаночные. То есть мы за столбик, но с изнаночной стороны вот так вот подхватываем и провязываем. Рельефный, ну, изнаночный. Для того, чтобы с той стороны у нас было все красиво.
То есть узор, вы правильно понимаете, у нас идет односторонний. Вот, 5 столбиков. Столбики с одним накидом. Мы вяжем как столбики с одним накидом. Они у нас неизменны. Все время одинаково вяжутся с двух сторон. 5 столбиков. Рельефные провязываем 5 столбиков, так как я только что показала. Вот таким образом. С изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Этот узор очень красиво смотрится в круговом вязании. У меня есть пару идей, которые я хочу вам показать, что можно связать с такого красивого узора, куда его можно применить. Это вам нужно посмотреть следующее видео. Видео у меня выходит через день на протяжении уже 6-7 лет. Через день всегда выходит на Яндекс.Дзен, Ютубе, Рутюбе, Телеграм-канале. Последний столбик провязываем просто столбик, потому что выпуклый он у нас не получится красиво. И 2 воздушные петли подъема, не 3, а 2 воздушные петли подъема, для того, чтобы вязание было, край вязания был более аккуратен. Наша задача провязать 5 рядов таким образом, потом поменяем. То есть для того, чтобы получился у нас геометрически правильный узор, 5 столбиков, 5 рядов. У нас раз провязан 2 и еще 2 рядочка, потому что первый мы тоже будем считать за узор. Еще 2 рядочка подобным образом. Вот такая красота получается. Провязала 5 рядочков. Теперь мы меняем узор. Мы также набираем 2 воздушные петли. И теперь все столбики вяжем столбиками с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Те столбики, которые у нас были простыми, мы их меняем на рельефные. То есть мы подхватываем за сам столбик и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Поменяли местами простые столбики и рельефные. Опять простые 5. 1, 2, 3, 4, 5. И меняем рельефные. То есть вот в этом изюминка узора в шахматном порядке и состоит. 3, 4, 5. Вяжется просто, но смотрится очень достойно, очень симпатично, очень красиво. И можно вязать по кругу, можно вязать прямым узором, как я вам сейчас показала. Это все выглядит достойно. Все столбики довязываем. И самое главное, в начале и в конце мы набираем только 2 воздушные петельки, для того, чтобы край был аккуратный. Провязываем 5 рядочков вот таким узором. 5 рядочков провязали, меняем на первоначальные 5. И вот в этом состоит шахматный узор. Смотрится всегда симпатично. Предлагайте свои идеи, если вам что-нибудь придет в голову. А мои идеи можно посмотреть через день. Выйдет еще 23 февраля. Для наших защитников, для наших мужчин еще одна идейка. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Пишите в комментариях, понравился вам узор или нет, и куда его можно применить, на ваш взгляд. А потом смотрим мою идею.
До новых встреч. Довязала немножечко я еще один раппорт узора, чтобы было понятно, чтобы было видно, что именно шахматный узор красив сам по себе. Смена рельефных столбиков, вот она у нас идет в шахматном порядке, смена простых столбиков, очень симпатично смотрится. То есть в следующий ряд, да, мы понимаем, что мы меняем, опять мы вяжем рельефные, простые, рельефные, простые, рельефные. И вот за счет смены узора, казалось бы, очень простых столбиков, получается вот такой красивый узор. А теперь-то точно до новых встреч. Встречайте новые идеи и вяжите вместе со мной.